Вика и ее мама, Татьяна Николаевна, жили вдвоем. Викин папа ушел из семьи, когда девочка пошла в 1 класс. Ей было немного грустно, но мама сказала, что так даже лучше. В глубине души Вика понимала, что мама права, в дом пришел покой. Закончились постоянные скандалы, и ей не нужно больше закрывать уши, чтобы не слышать громкие крики. В основном кричала мама, потому что папа неудачник и все делал неправильно. А когда они развелись, то он стал предателем. Прошло время. Вика и Дима познакомились на 1 курсе и встречались уже 5 лет. Молодой человек снял квартиру и предложил любимой жить вместе. Она, конечно, согласилась. Мама была категорически против. «Как ты можешь меня бросить?» — причитала Татьяна Николаевна, «мне будет так одиноко. Я буду часто приходить в гости», — утешала мать Виктория. Совсем одна. В пустой квартире женщина не слушала, что говорит дочка. Эти сцены повторялись несколько раз в день, и Вика порядком от них устала. От печальных мыслей ее отвлек тонкий девичий голос: «Тетенька, возьмите щеночка». Кроха с огромными глазами держала пушистый комочек. «Пожалуйста. Мне родители не разрешают. А он бегает по двору и плачет», — сбивчиво рассказывала девочка, и слезы градом катились по милому личику. Вика, повинуясь внезапному порыву, протянула руки и взяла мохнатого щеночка. Девчушка поспешно ушла, оставив Викторию наедине с новым приятелем. Помесь кавказской овчарки и дворняги доверчиво жался к спасительнице. Он дрожал то ли от холода, то ли от страха и тихонько поскуливал. Сердце девушки заныло от жалости, она совершенно растерялась. Бросить его на улице Вика не могла, но и взять к себе тоже. Они постоянно на учебе, Дима еще и работает, и хозяйка квартиры может быть против. Вдруг ее осенило: «Я отвезу щенка маме». На душе стало легко и радостно, у малыша появится свой дом, а маме не будет так одиноко. Однако все пошло наперекосяк. «Зачем ты его притащила?» — визгливо сказала Татьяна Николаевна, когда Вика появилась на пороге. «Мама, это твой новый жилец», — затараторила девушка, «ты ведь давно хотела собаку. Посмотри, какой хорошенький». Наверняка, блохастый, женщина не разделяла восторг дочки. «И я хотела спаниеля или шпица». «Ничего, съездите к ветеринару, да и прививки сделаете. А кавказские овчарки самые умные и преданные. Вы точно подружитесь». Вика насыпала корм в миску, она успела заскочить в зоомагазин. «И имя ему придумай». Не дав матери опомниться, Виктория крепко расцеловала ее и убежала. «Что мне с тобой делать?» — задумчиво произнесла женщина. Она присела на корточки, а щенок, смешно косолапя, подбежал и уткнулся влажным носом в ее ладонь. Татьяна Николаевна брезгливо поморщилась. Она ушла спать, постелив старое полотенце и плотно закрыв за собой дверь. Женщину разбудил жалобный скулеж, она вышла в коридор, а щенок рванул ей навстречу. «Ну что тебе, пёс?» — сердито крикнула она, а, увидев маленькую лужицу, жутко разозлилась. «Вот паразит!» — воскликнула Татьяна и пошла за ведром и тряпкой. Прошло 3 дня, как щенок поселился у Татьяны Николаевны. Она кормила его и выводила на прогулку. Слыша восторженные возгласы соседей при виде забавного питомца, кисло улыбалась. Клички у щенка не было, она называла его «пёс». Никаких теплых чувств женщина к нему не испытывала, наоборот, щенок ее раздражал. А после телефонного разговора с дочерью она люто его возненавидела. «Мамочка!» В трубке звучал счастливый Викин голос. «Я только что от врача, у меня будет ребенок. Поздравляю!» Сухо произнесла будущая бабушка. Дочка что-то говорила, но Татьяна Николаевна слушала вполуха. Отложив в сторону телефон, она сидела окаменев. «Сначала уехала от меня, а теперь еще и ребенок родится», — прошептала она, «я никому не нужна.
Ее монолог прервал щенок, он подскочил к ней и игриво потянул за низ халата. Женщина неприязненно посмотрела на песика. Он показался ей олицетворением предательства и лжи. Татьяна Николаевна приняла решение. Собаку нужно усыпить, она пришла в ветеринарную клинику, волоча за собой маленького щенка на поводке. «Здравствуйте. Да вы не переживайте так, может, его можно вылечить», — успокаивающе сказал ветеринар Сергей Юрьевич. «Его не надо лечить», — отрезала Татьяна Николаевна, — «усыпите и все». «Ну как же так?» — растерянно пробормотал мужчина. «Делайте, что говорю», — ответила женщина и бросила на стол несколько крупных купюр. «Надеюсь, этого достаточно», — процедила она и ушла. «Иди сюда, дружок», — позвал Сергей Юрьевич и осмотрел четвероногого пациента. Тот оказался совершенно здоров, а ветеринар не знал, что с ним делать дальше. Забрать к себе он не мог, у него уже жили 3 собаки и 5 котов. Рабочее утро пролетело быстро. Доктор пообедал и, облокотившись в большое удобное кресло, задремал. Ночь выдалась нелегкая, младший сынок, Сашка, температурил, и Сергей с супругой дежурили по очереди. Мужчина провалился в глубокий сон. Ему приснился брошенный кавказец, собака внимательно смотрела на него. «Не отдавай меня. Ты не пожалеешь», — прочитал он в умных глазах. Когда Сергей Юрьевич проснулся, долго размышлял над необычным сновидением. Последняя фраза эхом стучала в голове: «Назови меня Велес». Мужчина сильно удивился, когда щенок сразу откликнулся на новое прозвище. «Поехали домой, Велес», — сказал он, и щенок важно засеменил к двери. Дети с радостью встретили питомца, хотя супруга была несколько озадачена. Но когда Сергей рассказал о видении, сомнения исчезли. «Пусть живет, одним больше, одним меньше», — махнула рукой Елена. Прошло полгода, Велес вырос и окреп. Он стал своим в собачьей стае, а ветеринар и его близкие души в нем не чаяли. «Смотри, Велес, будешь за старшего», — шутливо сказал Сергей, завязывая галстук. Он с Еленой собирался на юбилей приятеля, а дети оставались дома. 14-летней Кате и 8-летнему Саше было неинтересно на взрослых посиделках, да и они не планировали задерживаться допоздна. Веселье было в самом разгаре, когда позвонила дочка. «Да, Катюша», — ответил Сергей и резко переменился в лице. «Что, пожар? Все живы?» — прокричал он в трубку и сорвался с места. Примчавшись, они застали страшную картину: вокруг стояли пожарные машины, скорая, толпились люди. Выгорело полдома, и едкий дым тонкой струйкой уходил в небо. Навстречу бросилась Катя: «Мамочка, папочка, простите меня, я только на 10 минут вышла к соседке», — сбивчиво рассказывала она, а тут хлопок и огонь. Я побежала к дому, собаки в рассыпную, а Сашки все нет. А потом, от волнения, девочка не могла говорить и показала рукой в сторону. Там на траве сидел мальчишка и размазывал слезы по грязному от копоти лицу. «Велес», — звал он потихоньку собаку. Перед ним лежал пес, шерсть на морде, боках, лапах была обожжена. Велес тяжело дышал, грудь ходила ходуном. «Он спас меня», — закричал Саша. «Я ничего не видел, а он прибежал за мной и потащил к выходу. А теперь он умирает», — мальчик затрясся от рыданий. Как выяснилось позже, пожар случился из-за неисправной проводки. Коттедж был застрахован, семья получила компенсацию. Они сделали ремонт и по-прежнему живут в своем уютном доме. Каждое утро Сергей ведет на поводке 3 собак, они рвутся вперед, облаивая соседских кошек. Велес плетется сзади, он еще не до конца здоров, но ветеринар уверен, с ним все будет хорошо. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.